Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать тебе о том, как посмотреть частоту процессора твоего смартфона с операционной системой Android. Для чего это нужно, ты решишь сам, но как вариант, к примеру, проверить частоту процессора при покупке телефона нового, либо с рук, если ты не уверен в том, насколько точно указана информация в рекламе, либо заявленная продавцом, либо о том, что заявлено на сайте. Ты можешь взять телефон в руки и, проделав небольшие манипуляции, убедиться в том, что заявленная частота соответствует действительности. Итак, не теряя времени, давай приступим. Первый способ самый простой и не требует установки дополнительных приложений. Для этого просто находишь настройки смартфона, пролистываешь самого вниз, и внизу будет пункт о планшете либо о телефоне, нажимаешь его, и в каком-то из этих пунктов, это зависит от производителя, от версии Android, ты сможешь увидеть процессор, название и частоту. То есть нужно будет посмотреть по разным, тут их немного пунктов, выбрать каждый. И либо тут в зависимости от версии Android, в одном версии сразу показана частота в этом окне, в другой версии нужно зайти в какой-то из пунктов, и там увидите частоту процессора. Возможно, в некоторых случаях частота процессора не будет указана, а будет указана модель процессора установленного. Тогда нужно будет запомнить это название, вбить в интернет, и вы увидите не только частоту, а вообще полную информацию об этом процессоре, кто производитель, какая частота, сколько ядер, сколько кэш и прочая информация. Это самый простой способ, точнее самый быстрый. Другой способ, у меня стоит эмулятор, поэтому здесь у меня не видно, но в вашем случае, если у вас физический смартфон с операционной системой Android 5.0 и выше, здесь вы увидите CPU и будет частота. Другой способ, более подробный и детальный, это и тоже достаточно быстрый. Вам нужно зайти в Play Market, ввести английскими символами CPU пробел Z, нажать поиск и установить программу CPU Z. Она не очень большая, весит совсем немного. Скачиваем, устанавливаем, запускаем, и первое окно, первая вкладка как раз показывает всю информацию о вашем процессоре. Этот способ даже лучше, чем предыдущий через настройки, так как здесь предоставлена нам намного более полная информация: производитель процессора, модель, частота максимальная, сколько ядер, архитектура, ID процессора, все уровни кэша и размер каждого уровня, clock speed, частота по ядрам, нагрузка на процессор, даже производитель, GPU рендер, нагрузка на GPU, на графический подпроцессор и кто производитель и прочая информация. Другой вариант, другое приложение, в котором тоже можно посмотреть эти данные, называется Phone Doctor. Вводите английскими символами в поиске Phone Doctor, поиск, и вам нужно вот такое приложение от IDEA Mobile Tech. Скачиваем, устанавливаем. Это приложение тоже покажет вам производителя и частоту процессора, как предыдущие два способа, но в дополнение ко всему можно еще проверить прочие характеристики телефона, такие как модули связи, экран, протестировать экран, набитые пиксели. В общем, это более подробная информация о телефоне. Если предыдущие два способа затрагивали в основном информацию о процессоре и частоту этого процессора, чтобы узнать, то есть максимально быстрая проверка, здесь же можно сделать, времени чуть потребуется чуть больше, но можно сделать более полную проверку смартфона. Это особенно актуально перед покупкой, особенно с рук. То есть, чтобы быть уверенным, что заявленные характеристики и вообще те характеристики, которые вы думаете, что есть в телефоне,
для того, чтобы проверить, убедиться в том, что они реально есть в телефоне. Скачиваем, устанавливаем, и дальше у нас либо запускаем пуск, тогда потребуется некоторое время, минут 5, может больше, но тогда будет у вас информация полностью по всему смартфону, то есть все эти пункты будут проверены, то есть тестируется наличие NFC, датчиков освещения, проверка дисплея, тачскрин, все. Либо по отдельности можете нажать список в этом месте и, например, проверить отдельно мультитач, тачскрин, проверка дисплея по точкам, в общем, полностью вся информация. И здесь же вот процессор, собственно, из-за чего мы скачивали, нажимаем процессор. Здесь информация о том, какие параметры тестируются, нажимаем пуск, идет тест. И процесс сканирования одного пункта процессор, к примеру, идет довольно быстро, поэтому мы довольно быстро получаем информацию. То есть модель процессора, количество ядер, размер кэш, частота, вся информация, которая нам нужна, есть. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий. Ну уж совсем круто будет, если поставите колокольчик, который находится справа от кнопки подписаться. На этом у меня все. Всем пока.